что ты меня смотришь тогда? Твоя нерадивая дочь тоже умеет готовить. Ну, не стоит у меня над душой. Пойдем. Пойдем, мальчик. Пойдем, кормлю. Пойдем. Да, скучаешь. Скучаешь по хозяину, да? Бабуль, скажи, что он кормленный. Верочка, ты не позавтракаешь? Слушайте, я в чем виновата? Ну, поставьте себя на мое место. Противно. А чего ты ждала? Ты же все-таки ее отца в тюрьму посадила. Не в тюрьму, а в СИЗО. Он подследственным. А теперь все боятся, у нас папа уголовник. Не уголовник, а подследственный. Ну, Галка. Галко. Не надо на меня так смотреть. Да, мой муж был задержан по 228. Да, я такая вся умная, такая профессиональная, не видела, что творится у меня под носом. Можете меня считать профнепригодной. Ты с ума сошла? Ты в моих глазах наконец-то на человека стала походить. Послушай меня, даже самых крутых следаков на раз делают их дети, жены, друзья, любовницы. Ну что, сапожник без сапог. Это нормально. Не парься. Я тебе серьезно говорю, лучше так, чем даже дома быть на измене. Особенно, когда не знаешь, откуда эта измена прилетит. Не унывай, Ириш, мы просто не знали, с чего разговор начать. Никто тебя ни в чем не обвиняет. Да? Ты не, ну… Галко, ну что ты, а? Поговорим? Но я не должна тебе прощения вымаливать или на коленях ползать. Я смотрю, что у нас такой пол чистый. Слушай, ну прости, но это был мой долг. Может, к награде, глядишь, представить. Я же давала тебе время. Нет, ты мне на счетчик подставила. Счетчик, бомба. Я что-то пропустил? О. А хотите настоящую бомбу? Я сейчас в суде показания отдавал, выхожу, а там толпа журналюк. Сочувствую девушке. Освободили вашего участкового. Какого? Нашего? Ну, того, который любовницу свою насмерть забил. Мальчика тогда еще в розыск объявляли. А ты его нашла. Чистякова отпустили? Чистякова, да. Да ладно, что за бред? Бред. Погоди! Убийство по неосторожности? Серьезно? 2 года? 2 года условно? Вы в своем уме? Дамочки, полегче, полегче. Вообще-то человека из органов выгнали. А ничего страшного. Пойдет в местную школу, устроится охранником. А Костя, между прочим, мать потерял. Печально. Но я здесь при чем? Слушайте, мы тебе все улики на блюдечке, мы тебе чистосердечные признания, а вы взяли верное дело, просрали. Да что-то серьезно, чистосердечные. А вот Чистяков на допросе в присутствии адвокатов заявил, что ты давила на него. Я разговаривала с ним корректно. Так корректно, что вместо него озвучила версию событий. Он об этом тоже упомянул. Ира вам убийцу расколола, а вы взяли его отпустили. Вы же могли его дожать. Почему этого не сделали? Или что? Или только с нами можете быть таким резким? Говорю! Что? Да Чистякову с защитой повезло. Адвокат Майя Немирова. Слышали? Она настояла на суде присяжных. А их-то она обработать умеет. Все знают. Скажите, вас устраивало, как ваша бывшая жена заботится о сыне? Нет, не устраивало. Но вы ничего не предпринимали. Почему предпринимал? Что же? Вы угрожали забрать у нее сына. Как будто Маличи судят. Да, я хотел осудить ребенка. Вы угрожали матери забрать ее единственного сына. По показаниям свидетелей, вы по несколько раз в месяц устраивали скандалы. Нет, вы не поднимали на нее руку.
Но вы буквально затравили бедную женщину, мстя ей за прошлые измены и уязвленное мужское самолюбие. Вы отыгрывались на ней, держали в постоянном страхе. Она была на грани нервного срыва. Поэтому, когда мой подзащитный объяснил ей, что не обладает полномочиями… Так, ну все понятно. Артур Георгиевич, можете еще раз назад перемотать? Скажите, вас устраивало, как ваша бывшая жена заботится о сыне? Слушай, так она же адвокат дьявола. Ей вообще не важно, кого защищать. Это называется победа любой ценой. Помнишь вот этого ревнивого мужа, который спустил всю семью с балкона? Так она его отмазала. Как она спит ночами только. Она ведь реально убедила присяжных. Жертва цеплялась за своего спасителя, как утопающая. Это Чистяков спаситель? Нормально. Она накинулась на этого бедного мужа, что он монстр, довел жену до неадеквата, а Чистяков якобы выполнял свой служебный долг. Маховец тоже хорош. Набросился на тебя еще. Ты думаешь, я не понимаю, почему ты за меня вступилась? Убийство. Жертва женщина, 37 лет. Забили до смерти. Возьметесь? Не хочешь сменить напарника? Если не надо, пусть он меняет. Жертва Майя Немирова. Множественный удар острым предметом. Правый глаз. Немирова? Странно, почему нам Горячев об этом ничего не сказал? Потому что знает, что мы ее ненавидим. Впервые в жизни переступил порог женского туалета. А ничего, чистенько. Ух, ничего себе. Да, Горячев проверяет нас на вшивость. Легко ловить убийцу, жертва которой тебе симпатична. Когда наоборот… Что ты надеешься там найти? Ну как, возможное орудие убийства или мотив убийства. Что это? Пластырь. Смотрите, пластырь. Что это значит? Да. Здрасте. Ага. Стойте, стойте, вы что делаете? Я хотела прибраться. Не надо прибираться, поставьте на место. Где было? Хорошо. Не надо ничего убирать, все должно быть так, как было на момент убийства. Многолюдная вечеринка была. Вы кого-нибудь задержали? Рассадил по кабинетам, но их немного. Большая часть схлынула до того, как обнаружили тело. Вот список. Ой, черешня уже пошла. А где кабинет Немировой? Где? Сейчас все будет по-другому. Я тебе обещаю это. Будет совершенно Я перезвоню. Вы что здесь делаете? Я личный секретарь Майи Олеговны. 20-летний стаж секретаря-референта. Отлично. Ага. Нам как раз нужно узнать дела, которые она вела. Ага, хорошо. За какой период? Ну, за последние 2 месяца. Ну, нет, лучше полгода. Хорошо. Как здорово, какой у вас порядок. Чисто. Сделать вам кофе? Да, было весьма кстати. Так, Ржанкова Людмила. Да, да. Что? Я Ржанкова Людмила. А, так это вы в полицию позвонили? Ну да. А тело вы тоже обнаружили? Нет, это Ника, наша стажерка. Но у вас вряд ли получится с ней поговорить. Почему? Она обнаружила Майю Олеговну, но девушка молодая, сами понимаете. Слушайте, ну, женская истерика-то мы справимся. Сюда, по-моему. Как я не люблю женской истерики. Ну что, может, потом с ней поговорим?
Слушай, мы даже на самом деле не знаем, что произошло. Может, это она убийца? Ты что делаешь, Ир? Как там? Прошу меня не беспокоить. Да нет, это бесполезно. Она вон снотворное выпила. Ну что, вариант только один. С ней потом поговорить, а сейчас опрашивать по списку. Выиграла дело и проставилась. Стол видели? Она весь наш предыдущий новогодний корпоратив затмела. Вообще, Майя любила шикануть и лишний раз намекнуть, что она звезда тут. А вам это не нравилось, да? Ну, почему нравилось? Как вы относились к Немировой? Майя – блестящий адвокат. Находка для фирмы. Нет, я понимаю, что вы адвокаты и привыкли взвешивать каждое слово. Но здесь же другая ситуация. Мы ищем убийцу вашей коллеги. Вам что-то непонятно? Вот скажите, неужели вы не видите противоречий? Если Немирова была действительно таким блестящим адвокатом, зачем ей было защищать обыкновенного рядового участкового? И вряд ли он мог позволить себе такого дорогого адвоката. Вот вас же не смог? МВД хотела защитить честь мундира. Моя первая из всех просчитала перспективу. Это вы к чему? Вы правда не понимаете? Кого она могла бы заполучить в покровителе? Кого? А вы уперлись в этого участкового. Хорошо, можно следующий вопрос? У Немировой были враги среди ваших коллег? Вы оскорбите ее память, если решите иначе. Фамилии? Называйте фамилии. Ветров. Майя увела у него клиента. Ну, увела, я уже и забыл. А вы Кириллова спрашивали? Майя на него жалобу в коллегию адвокатов писала. Ну, из-за дела я не в обиде. Он, кстати, Первухин. Детский сад какой-то, честное слово, переводит стрелки друг на друга. Ника? Майя была моим кумиром. Харизматичная, умная и стильная. Всегда так подбирала аксессуары. Мы это 100 раз слышали. Можешь что-то конкретное сказать? Мне кажется, Майю убили из ревности. Да? Из ревности к ее успехам. Даже сегодня Майя блестяще выиграла дело. Ведь шансы были практически нулевые. А он обвинил ее в продажности. Он это кто? Он назвал ее циничная подстилка. Кто назвал? Первухин? Максим Григорьевич? Нет. Там был какой-то… Ну какой? Ну описать можете, нет? Симпатичный, но не очень приятный. Такие обычно портят праздники. То есть он был на вечеринке? Угу. Я видела убийцу. У Майи Олеговны вечером не было никаких встреч. Но мог это быть случайный визитер? Нет, это исключено. У нас выдается разовый пропуск. А если пропуск не выписан, тогда бы нам позвонила охрана. А ваша фирма занимает весь этаж? Да. Но послушайте, я не видела никакого мужчины. И ведь никто не видел. А может быть, это Ника? Что Ника? Ну как? Сначала алкоголь, а потом такой стресс. Хотите сказать, что все наврала? А как? А что на других этажах, а? Вот смотрите, на первом страховая и контора по продаже питьевой воды. На шестом турфирма. Скажи, а вы всех посетителей записываете? Да, и паспортные данные. Ага. Вас какое время интересует? А можно я сама посмотрю? Спасибо. Получается, что убийца захотел проникнуть в здание, но знал, что Немирова ему пропуск не выпишет. Да! Да, я приходил к ней.
В юридической фирме пропускная система. Вы как туда проникли? На первом этаже какой-то офис продаж. Позвонил им. То есть проникли обманом? Она выпустила на свободу убийцу Инги. Я хотел посмотреть ей в глаза. Посмотреть или выколоть? Она праздновала, шампанское лилось рекой. Так, Виктор, давайте еще раз. Что вы с ней сделали? Во-во! Сейчас расколется. Вот когда молодцы, тогда молодцы. Да, я сделал это и не раскаиваюсь. Даже после того, что с ней случилось? А что с ней случилось? Да, я ударил женщину. Ну пусть засудит меня, если хочет. Давай, давай, Гамаюн, дожимай его. Я на минуту. Куда это она? Что это такое, не понимаю? Без понятия. Это что за прерванный акт? Слушайте, Малич ведет себя так, как будто не знает, что Немирова мертва. Адвокатша унизила его в суде. Он придумал план мести, чтобы проникнуть в контору. Чё, он пошел на убийство и паспортные данные охраны оставил? Тоже у меня план. На орудие убийства. Она же все равно до сих пор не найдена. Разберемся. Чего разберемся-то? Чего разберемся? Ну вы посмотрите, как он… Малич Виктор Алексеевич, вы задержаны по подозрению в убийстве Немировой Майи Олеговны. Как убийство? Она что, мертва? Ну, после таких ударов не выживает. Леночка, спасибо вам за все. Можно сказать, меня с того света вытащили. Это все врачи. Ой, да уж я-то знаю, кто на самом деле. О! Эскорт с мигалками заказывали? Здорово. Как? Нормально. Шеф? Она не приедет. Чё, как? Костыль не жмет, а? А хочешь там поносить? Мальчики, полегче. А где Юля? Она, в отличие от вас, навещала Олега каждый день. Кто? Гамаюн? А чё это она? А не смогла вырваться. Жаль. Врач сказал повышать нагрузки постепенно. Так помочь? что я сама. Праздные выписки переносятся на выходные, если, конечно, товарищ не будет нарушать график. Мужики, извините, до выходных. Да, договорились. Да. А правда, где Гамаюн? Осторожно. Видела, как с тобой медсестра прощалась. Тань, между нами ничего не было. И вообще, после того, что произошло, я хочу начать жить с нового листа. Мне нужна только ты и наш ребенок. Если бы ты ушел, я бы не смогла без тебя жить. Твоя дочь объявила мне бойкот. Чего вот они тебя слушаются, а ко мне за каждую мелочь цепляются? Ничего себе мелочь. Ты их отца засадила. Это не я. Ну, кстати, ну как она вообще? В очередную диету не бросилась? Мальчики как? Я им обязательно письмо напишу, надо подбодрить их. У Светланы Владимировны операция. Это я помню, 27-го. 26-го. Точно? Ты никогда ничего не забываешь. И в следующем году обязательно не забудьте, Багету нужно сделать вакцинацию. Я об этом напомню еще. Ты со мной разведешься? Ты этого хочешь?
Похоже, что у нас брак придется продлить на пару-тройку лет. В зависимости от судьи. Давай прекратим этот скандал. Оставим все разборки на потом. Давай. Ты куда пропал-то? У нас опознание мальчика через час. Я хочу закрыть одну тему. Ты поступила так, потому что не могла поступить иначе. Еще я хотела сказать, что хорошо, что ты у меня есть. Вчера ты считал меня предательницей. Что изменилось? В твоей шкуре побыла. Теперь я для дочери пустое место. А потом скажут, так не бывает. Юль, а про тебя тут спрашивают. Так, ладно, все, повеселились и будет. Славик, где твои отчеты по висякам? Архив, потом. Дамы, опознание мальчика подготовили? Я не кисейная барышня, не надо жалеть моих чувств. Спасибо мне большое. Спасибо, что уделили время. Проводите тогда вам туда. До свидания. Ну что, она его опознала? Опознала. Мне почему-то кажется, что это не он. Губов звонил. Готовый результат вскрытия Немировой. Так. Буквально перед смертью не было секса. Ну вот. Чего вот? Ну, мы связывали смерть Немировой с ее профессиональной деятельностью. Но стерва на работе, она же не может быть панькой в личной жизни. Почему? Немирова была трудоголик. Поэтому даже если у нее были отношения, то, скорее всего, они были на работе. А это служебный роман. О, ну все, привет. Если вернули, значит, подозревают кого-то из нас. А вы нашли убийцу Майи? Да, у нас есть подозреваемый, точнее. А это тот мужик, которого Ника опознала? Я же вам не могу разглашать материалы следствия. И не мне вам объяснять, почему. Правда? Скажите, когда мы в офис сможем вернуться? Скоро, очень скоро. Я вот что у вас хотела уточнить по поводу… Простите, можно того, на что… секунду? Кого? Вас. Меня? Да. Извините, сейчас. Слушай. Если вы действительно арестовали этого мужчину, то он не входил в женский туалет и, следовательно, не мог убить Майю. Откуда такая информация? Я была там, в туалете, и слышала их ссору через двери. Майя, как всегда, перевернулась в свою пользу. Мужчина ушел. Майя вошла припудрить носик. Мы перекинулись пару слов. Да, слушай. Малич не убивал Немирову. После его ухода она была еще жива. У нас свидетель есть. Свидетель? И ты только сейчас мне об этом говоришь? Так я еще вчера озвучила свои сомнения насчет Малича. Озвучила она. У меня вообще складывается такое впечатление, что вы с Галкой пытаетесь развалить все это дело. Это из-за того, что адвокатша отмазала вашего участкового? Профессионалки. Все, давай, отбой. Все-таки вы в каких отношениях состояли с Немировой? Ну, как я уже и сказал, в дружеских. У меня есть сведения, что вы были любовниками. Да, мы занимались сексом. Время от времени. Разве это не означает, что вы были любовниками? Ни в коем случае, упаси бог. Для протокола. Я состоял с убитой в сексуальных отношениях. Последний контакт был перед вечеринкой, которую устроила Майя. Вы такой пуленепробиваемый. Вы что, совершенно не сожалеете о ее смерти? Этим я поделюсь со своим психотерапевтом. Вера! Привет. Что случилось? С мамой что-то? Она жива, здорова, что?
Да нет, с мамой все нормально. Она целая и невредима. Я просто подумала. Зачем вы пришли? Слушай, я, в общем, хотела тебе сказать, что это я инициировала арест твоего папы. А мама, она все знала и защищала его до последнего времени. Ну, вы просто прикрываете ее, потому что напарница? Нет, я никого не прикрываю. Я просто хочу, чтобы ты знала правду. И... В общем, если тебе нужно кого-то ненавидеть за это, то ненавидь лучше меня. Простите. Якубов прислал заключение? Ага, вот читаю. Что с орудием убийства? Первухина есть чем прижать? Так, смерть наступила от проникающего ранения в голову. Глубина раны в глазу 9 сантиметров. Края рваные, специфические формы, что не характерно для ранения холодным оружием. В ране обнаружены частицы пыли и фрагменты жевательной резинки. Они могли попасть туда с орудия. Хорошо, продолжайте дальше. Фрагменты жевательной резинки. Да, все. Я знаю, чем убили Немирову. Это лодочка. В смысле, лодочка? Женская туфля. Вот. Понимаешь, женская туфля. А 9 сантиметров – это каблук. Вот откуда жвачка. Мы теперь 100% ищем женщину. То есть нам нужно… Что? Ищите женщину? Да, могу. Я согласна. Хорошо, дома поговорим. Пока. Верка сама позвонила. Ну вот, видишь. Ну, ей просто нужно было время. Так, давайте сосредоточимся не на убийце, а на орудии. Офис же опечатан. Ну, соответственно, орудие убийства где-то там наверняка до сих пор лежит. Тогда, получается, нам нужно проверить все женские туфли, подходящие под описание. А давайте назовем это дело в поисках туфельки кровавой Золушки. Принц, слышь, сейчас мы тебя на поиски туфельки отправим. Меня нельзя. Я ищу машину, которая наехала на Качалова. Но ты ее уже месяц ищешь. Появилась новая информация. Свидетель утверждает, что вспомнил номер автомобиля. Номер вспомнил. Вспомнил? Спустя столько времени. И, значит, не вспомнил, а сочинил. Да, Валентин Николаевич. Минуту. Славик, а что ты там сказал? Ты что вспомнил? Давайте каждый будет заниматься своим делом. Господи, детский сад какой-то. Добро, далее поехали. Юль. Ты чего? Я говорю, поехали. А мы куда-то едем? Конфисковывать обувь. Слушай, а ты можешь Славика взять, а? Что-то поинтереснее есть? Где такое? Нашелся свидетель, который вспомнил номер машины из Тутаева. Да пускай Славик этим занимается. Поехали. Слушай, возьми Славика, я тебя очень прошу. Мне надо кое-что проверить. Ну ты даешь. Славик! Иди сюда. Пакет, потом фамилию, была внутри пакета. Угу. Так, это из бухгалтерии. Господи. А бухучет тоже в шпильках ведут? А как же? У нас дресс-код. Каблук не меньше 5 сантиметров.
Поднимаем класс фирмы. А я смотрю, у вас меньше. Ну да. Значит, вы единственные вне подозрений. За это могу получить взыскание. А вы любитель комфорта, да? Так, Вы же их вернете? естественно. Стоп, 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 сюда. Это мои любимые. И я за них месячную зарплату отдала. Поздравляю. Так, фамилию и пакет. Так, ух ты, это ничего. А это вот как раз Майя Олеговна. Ага. Убитый? Да. Или не брать лишней работы? Все берем, все берем. Шмыет куда? Тогда еще пару ходок. Одна ходка, одна. В лаборатории обещали сегодня экспертизу, если, конечно, вовремя привезем. И вот с этим, пожалуйста, поосторожнее. Здрасте, Татьяна. Здрасте, Юля. А я думаю, вы приедете на выписку. К сожалению, не получилось, была занята. Ну да, Горячев объяснил. Ну, вот мужчины думают, если вы не замужем, можно все на вас спешить. Не страшно. Татьяна, у нас появилась новая информация по поводу наезда. Могу я поговорить с Олегом? Ну вот опять. Все отдыхают, вы работаете. Так что, могу я пройти? Он отдыхает. Он еще не отошел от больничного режима. Представляете, даже полдник требует. Так что приезжайте завтра. Татьяна, подождите секундочку. Давайте так, я не буду беспокоить Олега, я просто краем глаза взгляну на машину. Можно? А зачем? Горячев попросила. Мужчины, они же мне ничего не объясняют. Сюда, пожалуйста. Ага. Нашелся свидетель, который вспомнил номер машины из Грациева. Ты не видишь, что не надо ехать туда, где препятствия? Там... В смысле ты могла видеть? Я вижу. В смысле, Юля, кто это? Юль! Все, отстань Юля! от меня. Отстань! Юля, вернись в машину! Юля! Что там? Я вас понимаю. Да о чем? Ну, Олег, он такой спонтанный, такой веселый, смешной. И, конечно, нужно иметь ангельское терпение, которое когда-то должно было лопнуть. Да? Да, ждем, конечно. Как уже? Ну, молодцы, прям. Со скоростью света работаете. Да, конечно, не томите уже, говорите фамилию-то. Ага. Хорошо. Ой. Пришла экспертиза. Представляете, Немирова убили, собственную туфлю так взяли. Да. Да. Я в шоке. Да. А мусор можно выбросить? Вот здесь. Что это? Странно. Что? Получается, убийца пошел на убийство, вооружившись туфлей. Да. Это странно. А еще более странно, что потом эти туфли оказались у Немировой в кабинете. То есть вернуть их мог только убийца. Такой аккуратный.
Прям как вы. Помните, в ночь в убийство вы порывались все стол прибрать? Стойте! Стойте, вы что делаете? Я хотела прибраться. Не надо прибираться, поставьте на место. Где было? Хорошо. Ну, ведь должен кто-то это делать. Да. А какой у вас размер ноги? У меня 40-й. А, у Немировой 39-й. А можно взглянуть? Не зажжете? Да, конечно. Жалко. Майор Галко, там улика сохранилась? Угу. Можете проверить, пожалуйста, на внутренней стороне следы эпителия. Угу. Пожалуйста, позаботьтесь об Олеге. Не оставляйте его Татьяна, одного. перестаньте, в этом нет необходимости. Как вы догадались-то? Я же поменяла бампер. Машина как новая. Дело в том, что до того, как вы сбили Олега, на бампере уже была вмятина. Откуда вы? Татьяна. Вы и Олег. Татьяна, я... Стерва! Ну, действительно странно, что ваши коллеги не могут припомнить ни одного конфликта между вами. Но обычно же секретарша любит посплетничать про начальницу. Но только не вы. Ни одной жалобы, ни одной шутки, ничего за 3 года. Обычно помощницы Немировой столько не живут, не выдерживают. Думаешь, это она? Шпилькой в глаз? Ай, пока очевидно только одно. У секретарши стальные нервы. Если Галка не поднажмет… Вечер убийства. Вы звонили какому-то мужчине. Оправдывались. Кто это был? Муж, любовник, сожитель, кто? Я не замужем. Так же, как и ваша начальница. Только она успевала крутить романы на работе. А ваша личная жизнь, она под большим вопросом, да? Слушайте, у вас железная выдержка. Немирова могла кого угодно вывести из себя, но только не вас. Вы гордитесь этим? Гордитесь. Ау. Вы действительно пуленепробиваемый или это просто защитная реакция? Может быть, вам просто нравится, вы получаете удовольствие от того, что вас унижают? Может быть, вы мазохистка? Беги! О, стерва. Так. Успокойтесь, тащи ее, Руки! Зеркало порвало. Все, спокойно. Наручники на них. Так, бойко. Она могла допоздна сидеть на работе. Попробуй только уйти, пока она в офисе. Она могла себе позволить даже позвонить среди ночи. Я у нее за бесплатного курьера. С документами через весь город. Поэтому психологи советуют разделять личную жизнь от работы. Сказали бы это лучше ей. А вы думаете, кто ей холодильник забивал? Интернет-заказы делал. С сантехником даже разруливал. Думаете, кто? Неужели этого никто не замечал? Она умела отравлять жизнь с миленькой улыбкой. Именно поэтому в отместку выносили ее туфли, и она вас, видимо, застукала. Нет, она меня заставила. Купила новые туфли, хотела в суде блеснуть, с размером промахнулась. Она сказала мне, у тебя лапа большая, на, иди разнашивай.
Я же даже оскорбиться не имела права. Видите ли, королеве Елизавете туфли тоже разнашивает служанка. У меня же все пятки в кровь. И ходить не могу. Что я за это получала? Благодарности ноль. Меня любимый бросил из-за нее. Слушай, она даже не раскаивается. Зато у нас есть чистосердечное признание. Я пошла, взяла эту туфлю. Я не хотела садиться из-за нее в тюрьму. Хотела выбросить эти туфли. Не успела. Мне кажется, или женщины реально стали агрессивнее, а? Жениться тебе надо, Славик. Женишься тут. Она тебе суп пересолен, двух ножичком как? Слушайте, а Юльку никто не видел? Не в курсе, где напарница. Вы вообще ВКонтакте? ВКонтакте. На что-нибудь похоже эти номера? Номер Качалова, что? Хорошо. Юля. Юль. Юль. Юля, обещай, что никому не скажешь. Горячий. Валентин Николаевич, срочно подкрепление по адресу Качалова. Да, что случилось? Я поэтому и прошу. Юля туда уехала, теперь не отвечает. Мне кажется, что Юля думает, что любовницу Качалова убила его жена. Он ведь обещал. Когда узнал о ребенке, он сказал, что больше никогда. Но я чувствовала, что что-то не то. Я поставила ему на телефон приложение. Я ему позвонила, а он соврал. Он сказал, что он на работе. Тогда я взяла ключи от машины и поехала. Ты хоть знаешь, как это ужасно, когда тебя предает любимый человек? Ты как та баба. Слушайте, Татьяна, развяжите меня, пожалуйста. Ну, честное слово, что вы здесь устроили? Да. Я в тюрьму, а ты коллежка под бочок. Под какой бочок? Татьяна, он со мной порвал ради тебя и ради ребенка. Таня, где костыль? Юля где? А вы кто? Из полиции. Я так его люблю. Так люблю. Ты что делаешь? Будешь на это слышать? Тихо, успокоилась. Так, стоять. Давайте, скорую зовем. Быстро, давай. Воды отошли. Все в порядке, все кончилось. С ума сошла. Татьяна, успокойтесь, все в порядке. На меня смотри, на меня смотри. Сейчас больно будет. Терпи. Обработаю. Будете как новенькая. Жена Качалова рожает там, на верхнем этаже. Спасибо, что спасла мне жизнь. Ну, вообще-то горячего должна благодарить, конечно. Испекуемый Наполеон. А есть еще варианты? Медовик. Решение. Ой, Ой. Слушайте, вам совет. Будьте понастойчивее, понаглее. То упустите свою птичку.
It's a ritual. We dance and drink until our hearts are full. We keep on pushing till we feel the pull of the ritual. I wanna dance in the wild where the wolves go out of my mind. Fall off the edge of the world that we know and sail out of time. We're addicted to love. We're addicted to love. We're addicted to love. It's a ritual. Keep on going till the light falls. Don't pay attention to the morning call. It's a ritual. I wanna dance in the wild where the wolves go out of my mind. Fall off the edge of the world that we know and sail out of time. You're addicted to Господи. Вы что, что ли? С ума сошли. Кто это вообще? Здрасте. Здрасте. А горячий в каком кабинете, не подскажете? А вы, собственно говоря, по какому вопросу? А я, собственно говоря, работать буду тут. Меня на замену прислали. Младший лейтенант Грачева, Илона. Будем знакомы.